Ты думаешь, небо — это просто воздух и облака, что над тобой пустота, солнце, луна, звезды. Ты смотришь вверх и не задаешь вопросов. Но древние не смотрели в небо, как мы. Для них небо было не пейзажем, а кодом. Они строили храмы строго по звездам, медитировали в часы смены ионосферы. Знали, небо — это интерфейс. Не окно, а программа. Не красота, а архитектура частот. Не свет, а передатчик. И однажды это было перехвачено. Сотни лет назад небо стало оружием. Над тобой больше не просто небо. Над тобой фильтр, сетка, обертка реальности. Сегодня мы покажем, как это работает. Мы привыкли смотреть в небо с восхищением или безразличием. Для нас оно просто фон, по которому движутся облака, летят самолеты и горят звезды. Мы почти не думаем о нем. Мы не задаем вопросов. Мы считаем, что небо — это пустота, пространство, наполненное светом. Но для древних это было совсем не так. Они видели в небе не просто купол, а живую структуру. Небо было порталом, учителем, интерфейсом между землей и источником. Каждая деталь их культуры, каждый ритуал, храм или каменная плита были частью тонкой настройки на небесные частоты. Они не просто следили за звездами, они синхронизировались с ними. Они не просто строили по геометрии, они чувствовали архитектуру неба как часть вибрационного тела Земли. Посмотри на зиккураты Месопотамии, на египетские пирамиды, на ведические обсерватории, на следы инков и майя. Они выстраивали свою архитектуру не по эстетике, а по звездной решетке. Потому что знали, над нами не просто звезды, над нами коды, частоты, потоки, которые влияют на сознание. Для них небо не было декоративным, оно было структурой, не просто физическим, а энергетическим слоем, через который происходило взаимодействие с Божественным. Именно поэтому они были осторожны. Они почитали небо, но и остерегались его, потому что знали, то, что сверху, не всегда нейтрально. В мифах шумеров, в Ведах, в книге Еноха, в египетских сказаниях небо населено существами, силами, богами, которые наблюдают, вмешиваются, управляют. Идея небесных владык — это не метафора, это политическая и космическая реальность. Те, кто правил небом, управляли землей. Башня Вавилона строилась не из гордыни, а как попытка человечества восстановить утраченный контакт. Созвездия были не просто точками на карте, а схемами влияния. Астрология — не развлечение, а способ распознать, как именно небо влияет на коллективное мышление, чувства, страхи, желания. Но в какой-то момент это было утеряно или перехвачено. Священные символы стали пустыми, частоты — искаженными. И то, что было каналом к источнику, стало системой управления. Если верить следам, а не учебникам, наш мир был обнулен всего 300-500 лет назад. Потоп — не метафора, а сброс частот, исчезновение целых пластов архитектуры, памяти, восприятия. После него остались города без создателей, знания без авторов и небо, как будто то же самое, но уже не то. Все, что мы считаем древними культурами, было возможно совсем не так давно. И это значит, что небесная система влияния не из тысячелетий назад, а из недавнего перезапуска. Из той самой реальности после потопа, где все было заново написано, но не в чистом виде, а с искажением. Небо перестало быть сакральным. Его превратили в транслятор, в инструмент внушения, в купол, сквозь который не проходит источник. Мы привыкли думать, что над нами просто атмосфера,
Но даже по научным меркам есть странности. Ионосфера резонирует с частотами мозга. Шумановские волны синхронизированы с альфа-ритмами. Определенные заряды в небе совпадают с фазами сна и вспышками эмоций. А теперь представь, что это знание было не открыто, а захвачено. Что те, кто понимал, как работает небо, перестали использовать его для соединения с источником и начали использовать его для отключения от него. Мысль как антенна, сознание как приемник. И если между тобой и источником стоит завеса частот, ты больше не слышишь. Ты только принимаешь сигнал, чужой, установленный. Так возникает ложное небо, в котором свет больше не несет истину, он инвертирован, в котором Луна не просто спутник, а, возможно, ретранслятор, в котором геометрия построена не по золотому сечению, а по сетке подавления, в котором даже цвет неба стал другим, не сияющий, лазурный, а блеклый, разбавленный, как будто над нами фильтр. И если раньше звезды были картой настройки, то теперь это просто точки, в которых ты больше ничего не чувствуешь. Но дело не в звездах, а в том, что над нами активная система влияния. С уровнями, куполами, архитектурой, которую никто нам не описывает. С небом, созданным не источником, а теми, кто захотел им стать. Они не просто построили новую реальность, они навязали нам новое небо и сделали это так, чтобы мы не задавали вопросов. Потому что если ты не знаешь, что небо — антенна, ты не подумаешь, что его можно захватить. Но если ты начинаешь чувствовать, все меняется. Сознание — это не мысль, это частота. И если ты волна, то все, с чем ты взаимодействуешь, влияет на твое состояние. Древние знали это, не в терминах мозговых волн или гамма-спектра, а через ощущения. То, что звучит, пробуждает. То, что фальшиво, усыпляет. Ты слышал про частоту 432 Гц. Это базовая настройка, с которой звучали старые инструменты. Именно она совпадает с резонансом природы, с пульсом Земли, с вибрацией тишины. Но в 20 веке все перенастроили. Музыку перевели на 440 Гц. Звуки стали чуть выше, немного резче и нервнее. И ты даже не замечаешь, что больше не можешь расслабиться. Теперь представь, что такая же перенастройка произошла во всем. В магнитных линиях, в геометрии храмов, в ритмах времени, в дыхании городов, в самом небе. То, что ты называешь естественной реальностью, уже давно прокачано чужой сеткой частот, как Wi-Fi в каждой комнате. В эзотерических традициях небо — это не просто место. Это решетка, сетка вибраций, в которой каждая звезда — как точка доступа, каждая фаза Луны — как алгоритм, каждое затмение — как сброс. Гностики называли это фирмаментом, голографическим куполом, установленным архонтами. Слово «архонты» сейчас звучит странно, но если перевести, это просто системные администраторы чужого поля. Не боги, а программисты матрицы. Ты можешь не верить в архонтов, но ты точно знаешь, что-то и правда влияет на твой разум, на твой сон, на твои ощущения, на твою волю. Почему ты просыпаешься разбитым? Почему в полнолуние всплеск тревожности? Почему, как только ты выходишь на природу, тебе становится легче, будто поле меняется? Это и есть действие частот. Они не запрещают, они внушают. Они не ломают, они перенастраивают. Ты не слышишь их напрямую, но ты живешь в их ритме. Теперь представь, что кто-то сознательно переписал ритмы, убрал настройку на источник и вместо нее вставил шум. Ложный резонанс.
Ты не заметил, как перестал слышать истину, потому что она стала неразличима среди фонового гула. Именно так и работает самая тонкая ловушка. Она не запрещает тебе пробуждение. Она делает его невозможным в текущей настройке. Но если ты это понял, ты уже не в ловушке, ты начал слышать. Ты привык думать, что свет — это добро. Свет несет жизнь. Солнце греет, луна ведет в тьме. Так нас учили. Но что, если ты смотришь на интерфейс, а не на источник? Во всех древних традициях Луна и Солнце — это не тела, а передатчики, порталы, врата, причем не всегда безопасные. Луна в гностической традиции — это зеркало. Она ничего не создает, она отражает. Но то, что она отражает, зависит от того, кто направляет свет. Многие считали, что Луна — это ловушка для души. Ты умираешь и идешь на свет. Но этот свет — не путь к освобождению, а запись в цикл перезапуска. В текстах Карлоса Кастанеды, в Ведах, в учениях египтян есть намеки, что Луна участвует в программе памяти. То есть она не просто освещает, а форматирует сознание, стирает, сжимает. И если ты неосознан, ты уходишь по ее траектории. Снова и снова. А Солнце — это уже другая история. Солнце — не источник, а транслятор. Оно проводит импульсы, световые пакеты. И то, как ты их воспринимаешь, зависит от твоей настройки. Вот почему древние цивилизации совершали обряды на рассвете и закате. Потому что в эти моменты смена частоты. Ионосфера Земли открывается, происходит синхронизация. Но что будет, если в это окно вставить искусственный сигнал? В современном мире небо перебито металлами, антеннами, сигналами, отражениями, веществами, которые рассыпают свет и искажают его частоту. Даже облака уже не те. Даже оттенки неба поблекли. Ты привык, ты не замечаешь, но твое тело помнит. Оно помнит настоящий солнечный свет, от которого дрожит грудная клетка. Оно помнит лунный портал, который когда-то был чист и вел к источнику. Оно помнит чистую ночь с вибрацией звезд, а не шумом спутников и псевдосозвездий. Теперь смотри, что происходит. Ты рождаешься в мире, где Луна отражает не твой путь, а чужой сценарий. Солнце не пробуждает, а перегревает. Звезды стали GPS-точками и названиями. Свет стал сигналом, а не вспоминанием. И ты теряешь связь. Ты больше не слышишь тонкую тишину между звездами. Ты перестаешь чувствовать, куда идти, потому что антенна сбита. А антенна — это ты. Все, что принимает свет, — это твоя макушка, твоя коронная чакра, твой порт в реальность. И вот почему именно она стала мишенью. Ты можешь думать, что все это метафоры, что небо — это просто атмосфера, что чакры — это просто символы. Но тело и небо были настроены друг на друга. В древности это знали. Человек — не просто фигура на Земле. Он — вертикальный проводник между центром Земли и космическим источником. И небо — не просто фон над тобой. Это верхняя часть системы, с которой ты соединен через свою энергетическую архитектуру. В теле есть 7 чакр, 7 этажей восприятия. И 7-я, Сахасрара, макушка, уже дает тебе доступ к тишине, к истоку, к знанию вне ума. Но есть еще одна точка, 8-я чакра, примерно в полуметре над головой. Это не выдумка. Об этом говорили и древние практики, и современные исследователи поля. Даже Джо Диспенза говорит об этом как о портале в сверхсознание. 8-я чакра — это антенна души, через которую ты соединяешься с информацией не из памяти, а из поля. С тем, кем ты был до рождения,
с тем, зачем ты здесь, и с тем, куда тебе двигаться дальше. Это и есть причина, почему так важно небо, потому что именно туда направлена 8-я чакра. И если небо перекрыто, ты буквально теряешь ориентир. Когда над тобой ложная сетка, спутанные частоты, загрязненное поле, твоя антенна перестает улавливать сигнал. Ты начинаешь думать, что ты один, что связи нет, что все случайно. Но дело не в тебе, дело в помехах. И если ты очищаешь пространство над собой, и в прямом, и в энергетическом смысле, твой сигнал восстанавливается. И, может быть, ты уже это чувствовал. Не словами, не в уме, а чем-то тонким. Вдруг становится легче дышать. Внутри больше ясности, будто кто-то открыл окно, и тишина вошла. Иногда это происходит после дождя, иногда в горах, на рассвете, или просто в момент, когда ты замолкаешь. Ученые называют это снижением фонового электромагнитного шума. Но мы с тобой знаем, это не про приборы. Это про пространство, в котором снова можно слышать. Именно в такие мгновения ты начинаешь чувствовать, что небо над тобой не завеса, а портал. Не преграда, а проводник. И если ты немного замедлишься, если просто будешь рядом с этим, тело само начнет вспоминать. Ты начинаешь снова чувствовать, снова слышать, снова двигаться не из страха, а из зова. Именно поэтому так много древних практик связано с небом. Медитация на рассвете, настройка на солнце, ритуалы под звездами, пребывание на возвышенностях, головные уборы с символами солнца или огня, практики восхождения духа. Они все были не фольклором, а технологией настройки антенны, твоей 8-й чакры, чтобы ты не просто жил, а жил на связи. Ты не отключен, просто поверх сигнала наложились чужие частоты. Но если замолчать, ты снова начнешь слышать. Все, что мешает, не снаружи, а между. Между тобой и источником многослойный фильтр частот, образов, идей, страхов. Но сквозь них все еще звучит то, что не было разрушено. Ты не потерял связь, ты просто разучился ее различать. Сейчас можно вернуться, без усилия. Просто остановись и почувствуй вниманием всего себя. Сделай вдох, мягко, не как технику, а как напоминание. Ты дышишь, и этим уже соединяешься. Почувствуй, как внимание поднимается вверх. Не в ум, а выше. На уровень ощущений над макушкой. Тонкая точка восприятия. Это не воображение. Это вход. Здесь ни мысли, ни желание, ни цель. Только легкое касание тишины. Представь, все небо не над тобой, а внутри этой точки. И ты не смотришь на него, а звучишь сквозь него. Оставайся в этом чуть дольше, не для результата, а для правды. Твое тело на земле. Твоя антенна в небе. А ты между. Как мост,
как проводник, как память. Ты не должен что-то делать. Ты просто снова звучишь как ты. И когда ты входишь в это состояние, все вокруг начинает настраиваться. И вот ты здесь, в этом касании, в этой тишине. Ты почувствовал себя снова. Но как быть, когда ты выйдешь в мир? Когда поедешь, заговоришь, встретишь взгляд, услышишь шум? Нужно ли снова садиться, закрывать глаза, вспоминать? Нет. Ты можешь остаться. Потому что это состояние не изолировано. Оно живое, подвижное. Оно не требует покоя, чтобы звучать. Ты можешь идти и звучать, слушать и оставаться с собой. Ты можешь делать и не теряться. Можешь говорить и оставаться в тишине. Можешь жить и помнить, кто ты. Это и есть то, чему не учат в медитациях. Наблюдение не заканчивается, когда ты встаешь с подушки. Оно продолжается в движении. Не как напряжение, не как задача, а как тихое, спокойное узнавание себя в любой точке пространства. Ты говоришь с человеком и замечаешь, как дышишь. Ты отвечаешь на вопрос и чувствуешь, где в теле легкость, а где сжатие. Ты идешь по улице и не проваливаешься в шум. Потому что внутри звучит нота, которую ты уже не забываешь. Это и есть практика, не отдельное занятие, а способ быть. Быть собой в любом контексте. Не играть роль, не сжиматься, не убегать, а оставаться в этой точке настройки, где ты не просто живешь, а вспоминаешь, что ты есть. И тогда небо становится ближе, не потому что оно очистилось, а потому что ты больше не теряешь себя под ним. Настоящая свобода не в уединении, а в том, чтобы быть собой даже в контакте с миром. Мягко, без усилия. И каждый раз глубже. Когда тишина внутри не от уединения, а от узнавания, и ты не защищаешься от мира, а смотришь сквозь него, вот тогда начинается настоящее возвращение. Ничто уже не мешает, потому что ты не ищешь условий, а просто остаешься в себе, в любой точке пространства. И это не подвиг, не задача, не техника, а просто естественное состояние, которое было забыто. Ты просто перестаешь терять себя. И этим возвращаешь все, что всегда было твоим.